Перед покупкой собаки в семье часто возникает вопрос, какую же породу выбрать – большого кавказца, маленькую баллонку или собаку среднего размера. Многие мечтают именно о крупном питомце, причины различны. Кто-то хочет иметь сторожа, кому-то собака нужна для работы, а некоторые хозяева просто хотят иметь рядом большого и доброго друга. Правильно воспитанная собака будет прекрасным сторожем, верным другом и надежным защитником всей семьи. Питомец большого размера – это такая каменная стена, к которой не рискнет лишний раз подойти человек с недобрым намерениями. При этом нужно помнить, что крупной собаке, например, кавказской овчарке или догу, нужен хозяин, у которого определенный склад характера. Он должен быть спокойным и уверенным в себе. Да и физическая сила при воспитании такого питомца не помешает. Тем не менее, самыми востребованными собаками во всем мире сейчас являются хвостатые средних размеров. Бигли, колли, шнауцеры идеально подходят как для небольшого частного дома, так и для городской квартиры среднего размера. Такая собака и не слишком велика, чтобы напугать гостей, и на прогулке не потеряется в траве. Средняя собака может играть с детьми, быть компаньоном хозяину на пробежке и охранять квартиру не только звонким лаем. Среднюю собаку легче содержать, и о ней проще заботиться. Комбинезоны, лежанки и ошейники легче найти именно для собак среднего размера. Также собаки золотой середины очень разнообразны по породам. Среди них есть охотники, спортсмены, компаньоны и просто любимцы для всей семьи. Маленькие собаки вроде баллонок и чихуахуа сейчас на пике моды, хотя и распространены чуть поменьше, чем собаки средних пород. Возможно, из-за довольно высокой цены на них. Если в семье не уверены, что справиться с крупной собакой или в квартире просто нет для нее места, можно завести маленького питомца. Как ни удивительно, диванные собаки – прекрасные сторожа, великолепные компаньоны, а еще они легко поддаются дрессировке. С такими мини-попутчиками не возникает проблем в транспорте, их легче пускают в гостиницы. И ко всему прочему, маленькие собаки живут обычно дольше питомцев крупных пород. И главное, о чем нужно помнить, питомец не обязательно должен быть породистым, но обязательно должен быть любимым. Тогда в квартире с семьей он уживется, несмотря на любые размеры.